В эпоху индустриализации, механизации и прочих мудреных слов, смыслы которых сводятся к тому, что мы все больше и больше отдаляемся от природы и чувствуем, что все сильнее и сильнее наша тяга к ней. Поднимайтесь все полукругом, вставайте, слова скажем. Сила богов, воля богов, слава богов. Все для Руси, все для Руси, все для Руси. Все для Руси, все для Руси. Ну, здесь просто трав очень много. Здесь начинает все с апреля цвести. То есть сначала зеленые, фиолетовые, желтые, красные. И вот они друг друга сменяют. Причем высоты разные. Здесь сначала на этой высоте одно поспело, потом выше. Постоянно есть. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, Пчелки здесь, конечно, классные. того они не жалят. Высокогорный мед, он другой. Ему приносят мед. Читал просто всегда о пчелок. И тут приехал, сразу же получилось, что у меня появился улей. Поскольку у меня 2 коня, я не стал их ставить рядышком где-то внизу с конями. Решил поставить их на чердак. И оказалось, что это самая хорошая идея вообще, которая была быть. Вот там у них окошко вот это вот большое. Сейчас погода еще не успогодилась. Обычно у них просто такой конвейер, они летают по магистрали. Вот, а в планах вообще хочу здесь сделать побольше, поставить уликов, повесить гамачок. Вот они здесь летают. Вообще не думал снимать в этом году мед, думал на зиму оставить. Но приехал в поле, посмотрел, сказал, что они очень классная вообще семья и пора снимать этот магазин. Алтайская пчела. Именно она, как говорят местные жители, не только дает им ценнейшие продукты, но и является проводником человека внутрь древней дикой тайги. Проникнуть в этот полный тайн мир может лишь человек с открытым сердцем. Тут дорога была хорошая, но сейчас лес пилили. А тут негде терять, тут скала должна быть или еще. Тут дороги были. Три часа дня спускались оттуда и попали в пространство, ну, параллельный мир, короче говоря. Я там много раз ходил, он первый раз. И я иду, он идет первый, там скалы, там крутяки, там буреломы. А мы идем вот так вот полого, да? Шум реки слышим, потому что там перекат, там, где я живу. И я иду, говорю, я не знаю, где мы. Должен быть поселок, поселка нет. Должна быть скала, скалы нету, понимаете? Вот. И вышли на ту полянку, с которой мы поднимались, и нам все встало на свое место. И он говорит, где вход, там и выход. Пришли ко мне домой, сидим, пьем чай. Он говорит, так, Сергеич, давай разбирайся. Я ложу диаграмму, беру улик Богородицы, беру, значит, маятник, я маятником давно работаю.
Матушка Богородица, скажи, где мы были? Мы в этом пространстве были? Нет. А где мы были? Мы были в городе Арту. Я говорю, а где город был? Сзади вас. Мы вышли с самого города. Вот там вход, где это капище, это вход в город, понимаете? И мы оттуда спускались. Я говорю, а если бы мы, посмотрели назад и вернулись, вы бы остались. Ходил самое много на месяц и 28 дней я ходил. Вот. Драконов видел, русалок видел. Вот. Меня одна женщина повела, говорит, в подземелье, я, говорит, тебе покажу. Там, говорит, пляжик такой, метров, наверное, около 120, он, говорит, золотой, буквально сплошь золото. Вот. И стены, все, вот это золотые крупинки. И мы туда пошли, а там змейка зашумела, а она, говорит, метров 7. Она 5-6 человек спокойно заглотит. Такая змейка, кадьяк, говорит. Я ее прям беру, так я чуть не зашибаю. Вот сюда шли, потом второй свороток направо, раз, сюда выходим. Я говорю, вот это наш лабиринт. Я там меточки, камушки ставил, когда шли. Вот, она впереди шла, а я сзади раз и камушек поставил. Я говорю, вот камушек у стенки, это я ставил. Она вот в том мы лабиринте, все, пошли на выход, вышли. Но мы туда долго спускались, дней 20, наверное, но назад мы быстро за 11 дней вышли. Усилиями ученых и передовиков-практиков здесь, в Горно-Алтайском ботаническом саду, посеяны лучшие медоносы, цветущие в разное время года. Одним из первых в конце апреля начинает цвести рододендрон ледебура, или, как называют его на Алтае, моральник. Он окрашивает склоны гор в лилово-розовый цвет, а воздух наполняется его пьянящим и сладким ароматом. Много у него эфирных масел. Да? Вот даже вот эти железки на той стороне вот хорошо даже видны невооруженным глазом. Вот эти листики на зиму сворачиваются и буреют. Потом весной снова становятся зелеными, разворачиваются и зелеными становятся. То есть он вечно зеленый. В чем уникальность его? То есть уникальность, что может пережить листики, не иголочки, да, как у хвойников, а вот листочки сохраняются. Есть у нас мед таежный, он самый ценный мед. Вот у нас высокогорный мед ценен. И таежный, раз рододендрон цветет. Сны другие здесь, да. Здесь даже люди, которые не видят сны, они их начинают видеть. У меня отец был в гостях, он не видел сны. И тут через несколько дней подбегает ко мне. У меня были сны цветные. То есть он уже забыл, что такое сны. И у него прям такое очень мощное было состояние, когда что-то, причем какой-то сон такой интересный, не просто набор картинок. Но здесь другие сны. Через месяц, через два, когда уже начинаешь жить с этими энергиями, здесь очень интересно очень все. Они же наяву происходят. Складываются, точки образуются, и ты видишь, как жизнь разворачивается. А можно просто ничего не замечать и плыть по течению. Алексей Викторович, это просто вообще бог пчел.
Видишь, барсик там лежит. Это не бублик вообще. Привет. Чё? Пчелы его запечатывают, вот, а народ, там, пчеловоды, потом для того, чтобы откачать, обрезают. Но признаки качественного меда вам на будущее. Что это? Вот когда он запечатан, они сами соображают, когда это делать, готов для длительного хранения, они его запечатывают. А пока он не запечатан, они его дорабатывают. Как только сделали, вот так. Славянское посвящение прошу. Поэтому и знания приходят от рода, с канала, который открыт. И рецептуру беру. Все, давайте. Русский философ-мистик Николай Рерих, подробно изучавший эти края, писал в своем обращении ловцу, входящему в лес: «Ты, ловец, лес полюбил, и ловом твоему народу благо ты принесешь. Затрубить ты готов, большую добычу ты наметил себе и не убоялся тягости ее. Благо, Печенюшку положьте и скажи: батюшка береги, девочка, матушка береги, примите с благостью поклоном. И матушка береги. Это леший, кикимора. Это те, кто здесь в лесу. Обняли сосну, лбом и чуть постояли. Тут мы садились ночью. У нас вот целый ряд светлячков. Мы их эльфами назвали. Поэтому я сюда обязательно захожу и ложу. Но рододендрон ледебура – это коварное растение. Дикий мед, собранный из цветков моральника, может быть ядовит. В процессе созревания меда образуется опасный токсин. Такой мед называют здесь пьяным, ведь он может даже вызвать сильные галлюцинации. Западный киножурнал Vice Magazine рассказывал об увлечении подобным медом шаманами непальской долины Хонгу, где когда-то Николай Рерих искал мифическую подземную страну Агарки. За хорошим медом надо вылезть. И у нас дикий мед, у нас на все дикоросское. У нас нет ни одной сеянной травы. Свойство меда все в себя убирает. И свойство меда проникать через капилляры прямо в кровеносную систему. Старайся через желудок по минимуму пропускать, понимаешь? Вот все препараты, которые делаю на меду, я всегда всем рекомендую, чем подольше задерживать во рту. Как бы смаковать. А которые надо с молочком, все, они меня вот только ход в холодильнике. И делаю я все это под заказ. Вот готовая баночка, это гомогенат плюс женьшень. Вот просто чистый гомогенат. Это расплодное молочко, так и называется. Это расплодное молочко плюс женьшень. Вот такая штука стоит у меня 1000 рублей. Это месячная дозировка взрослого, это стоит 2000. Понимаешь? Это ценник вверх.
попали жертвы. Прямо камни, они не откуда им здесь появиться. Ни скалы нету, ничего. Понимаете, в любой камень возьми, он шевелится. И это место исхода целого города, другое измерение. Вот отсюда, понимаете? А хозяйка города, жрица, матушка Сан-Ба, то, что сказано нам, осталось добровольно в возрасте 28-30 лет. Из-за того, что знала, что когда-то придут к ней с просьбой, с благостью, с молитвами и прочим, и прочим, прочим. Вот мы и приходим сюда. Вот здесь снимали просто на обычный телефон, и проявилось лицо у человека. Вот снимали человек стоит, да, вот голова должна быть, а видно только деревья, как бы просвещается голова. И рядом лик, значит, женский лик. Вот. И спросили, что? Это проявление матушки Сан-Ба. Она проявилась прямо на фотографии. Ничего, наверное, напоминает? Меч держит, видишь? Вот. Руки сложены, вот меч, руки сложены, видишь? Слава матушке Сан-Ба! Слава! 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 Слава матушке богине Макуш! Слава! 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 Слава матушке богине любви и мерцания! Слава! 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 Слава матушке богине Живи! Слава! 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 Слава матушке успеха в Ажоне! Слава! 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 Слава матушке богине Доли! Слава! Слава! Поднимайтесь все полукругом, вставайте, слова скажем. Духи воды, духи земли, духи огня, духи воздуха, духи эфира. Руки перевернули. Деды и прадеды, светлые боги наши, волхвы и ведуны, простите нас, если что сказали, да ошиблись. Если что сделали, да худо. Делали, говорили мы, но делали, говорили мы чистыми мыслями, чистыми намерениями, чистыми действиями. Во имя да во славу богов светлых наших, во имя да во славу родов светлых наших, во имя да во славу волхов и ведунов светлых наших, во имя да во славу глав рода наших, во имя да во славу вере светлой нашей, во имя да во славу пути светлого нашего. Сила людей, воля людей, слава людей, все для дедов, сила дедов, воля дедов, слава дедов, все для родов, сила родов, воля родов, слава родов, все для волхвов, сила волхвов, воля волхвов, слава волхвов, все для богов, сила богов, воля богов, слава богов, все для Руси,
Все для Руси. Все для Руси. Мед – это золотое чудо. Действительно, вот здесь золотое чудо. Вот у меня не очень простая работа. Но когда я прихожу домой и вот смотрю пчелок, мы всегда с ними вместе сидели, но вы знаете, вот такое блаженство, и кажется, ты отдыхаешь. Запах от этих зулья, запах от этих сотов, и вообще на пасеку зайдешь, у них вот жужжание, и тут не надо никаких проводов и санаториев. Вот и подошла к концу наша телепередача. Ведь алтайские пчелы лишь немного приоткрыли нам свои тайны. Чтобы постичь их всецело, человеку надо вновь обратиться к природе и обратиться широко открытым, добрым сердцем. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед.